Что нужно есть для того, чтобы оставаться молодым и красивым? Неважно, мужчина вы или женщина. Первый продукт – это сало. Сало – это совершенно незаменимый продукт для питания человека. Кто-то его любит, кто-то его избегает. Мы же не забыли, что свинья – это такое замечательное млекопитающее животное, которое в норме, если оно ходит еще ногами по улице, загорает под солнцем, у него протекает обширная эмоциональная жизнь. В сале содержится огромное количество тканевых гормонов, полезных для жизни человека, особенно для его молодости. А витамин D абсолютно незаменим для функционирования организма человека в целом. Почему? Потому что он прогормон. Он как материнская плата для всех остальных гормонов, и без них не бывает нормального стероидогенеза в организме человека. У вас не будет хорошего либидо, у вас не будет хорошего зрения, у вас не будет бодрости, у вас не будет хороших, упругих, классных, крепких костей, и у вас точно не будет здоровой кожи. Еще один замечательный продукт для молодости – это сливочное масло. В сливочном масле содержатся опять-таки особенные формы витамина D, особенные формы жирных кислот, из которых строятся мембраны каждой нашей клетки. Без сливочного масла не будет нормального иммунитета, не выработается достаточное количество эстрогенов и прогестерона, у мужчин не выработается достаточное количество тестостерона. А эстрогены для женщин – это вся наша молодость и красота. Это гладкие, хорошие, длинные, упругие волосы, это красивая кожа, это ясный ум, это бодрость и это либидо для женщин, потому что без этого, без хорошего синтеза эстрогенов не бывает хорошего либидо. А еще эстрогены – это тот самый запах женщины, который привлекает противоположный пол, который делает присутствие, само присутствие женщины совершенно волшебным. В любом помещении здоровая женщина моментально становится объектом притяжения. В прошлые годы, когда не было достаточно данных о животных жирах, их принято было исключать из рациона человека, было принято их клеймить, что они такие нехорошие, чего-то там делают с холестерином. На самом деле это происходило от недостатка сведений. Третий продукт – это мясо. Красное мясо, вы не ослышались, это стейк, это качественный стейк из говядины. Почему из говядины? Потому что говядина – самое безопасное мясо для человека. Современные фирмы на самом деле употребляют крайне мало стимуляторов роста, гормоноподобных вещей для того, чтобы корова была здоровой. Что еще важного в говядине? Есть такое выражение, есть такой термин в медицине – фактор мяса. Дело в том, что именно из мяса, ни из каких других продуктов, ни из белого мяса, ни из индейки, ни из курицы, ни из прочих видов не усваивается так железо, как из красного мяса и из говядины. Поэтому включать в свой рацион хороший качественный стейк обязательно. Четвертый продукт для молодости и красоты – это ферментированные продукты. Это наша любимая квашеная капуста. Это чайный гриб. Это моченое яблочко и так далее. Дело в том, что сам человек, как макроорганизм, ничего переваривать не умеет вообще. Так вот, для функционирования правильных бактерий в нашем организме, они живут не только в кишечнике, но и во всех других органах, ферментированные продукты абсолютно незаменимы. Если вы будете есть квашеную капусту, то вряд ли когда-нибудь вас настигнет такая неприятность, как молочница, клещи, которые живут на коже, которые мы зовем демодекс. Ферментированные продукты всегда помогают желчеоттоку, и ферментированные продукты всегда нормализуют детоксикацию организма. Стул будет прекрасный. Пятый продукт – это листовая зелень и травы. Дело в том, что современный человек, житель мегаполиса, катастрофически мало ест сейчас зелени и всяческих зеленых продуктов. Мы говорим сейчас про укроп, петрушку, кинзу, базилик, шпинат, все, что зеленого цвета, назовем так. Дело в том, что эта травка имеет очень короткий период жизни. Вырастить ее каким-нибудь образом, заставляя, скажем, неправильно расти, буквально невозможно. Что же содержится в листовой зелени и в траве? Это фитонциды. Это наш очень такой драгоценный продукт, который мы не получаем больше ниоткуда на самом деле. Фитонциды – это защитные силы этого самого зеленого организма, которые наш макроорганизм может использовать в своих целях. Мы получаем защиту от
грибков, от бактерий, от вирусов. Это происходит напрямую, даже ничего специально делать не нужно. Вот это ваш рецепт на все случаи жизни. Нужно их есть сырыми, нужно их есть свежими и нужно их есть каждый день. Но это 300-400 грамм листовой зелени в сутки. И еще очень важный момент. Дело в том, что ни в каком больше продукте не содержится биоактивного цинка. Что это такое? Цинк, который уже связан, уже приведен природой в такое состояние, когда он начинает работать, сразу попадая в наш организм. Источников цинка у нас очень мало, а тем более биоактивного цинка вообще ничтожное количество. Поэтому без зеленых трав и без листовых овощей ни одного дня не живем. Тогда ваша иммунная система будет работать правильно. 6-й продукт для молодости и красоты. Это рыба. Но какая? Дело в том, что рыба, когда она проживает большой-большой свой жизненный путь, это тунец, это лосось, это форель, особенно огромная. Когда вы видите большие стейки, вот такие огромные или там как-то еще поделенные, насторожитесь, потому что за длинный период своей жизни она точно накопила ртуть, она накопила соли тяжелых металлов, о которых вы ничего не знаете, никак их не увидите, но ваш организм обязательно на это отреагирует каким-то заболеванием. И рыба, которая разводилась на ферме, имеет красный цвет не от того, что астаксантина она наелась в океане, да, мелких рачков наелась, и от этого она красная. Нет, это печально, но ее кормили комбикормом со специальными добавками для того, чтобы она стала красной. Когда в организме накапливаются соли тяжелых металлов, они накапливаются двумя путями. Мы их съедаем или вдыхаем, вот два пути. Поэтому, когда мы их наелись с рыбой, пытаясь принести пользу своему организму, питаясь рыбой, мы получаем удивительные явления в нашем организме. Какие же? Угнетение кроветворения. То есть костный мозг ужасно реагирует на соли тяжелых металлов. Детоксицировать от солей тяжелых металлов человека очень сложно. Хуже работает желчеотток. И такой человек активно копит жировую массу и очень плохо худеет. Поэтому если вы вдруг много лет ели большую красную рыбу, пожалуйста, обратитесь к врачу, чтобы проверить, сколько у вас тяжелых металлов накопилось. Как же правильно есть рыбу? Без рыбы, в общем-то, дела плохи в организме, много чего страдает. Итак, чем мельче рыбка, тем она ценнее. Отсюда всякая мойва, килька, все мелкие селедки, вся скумбрия. И чем мельче рыбка, тем она для вас полезнее. Эта рыба бесценна. Почему? Потому что у нее короткий жизненный цикл. Она не успела накопить солей тяжелых металлов, не успела накопить ртути. И если вы будете употреблять вот такую рыбу маленькую, вы усвоите больше всего омега-3 кислот, которые совершенно драгоценны для организма. 7-й продукт – это яйца. Уникальный продукт, который нам дала сама природа. Яйцо обладает 100% аминокислотным профилем. Что это означает? Человек – это белковая форма жизни. Он не может жить без белка. Все абсолютно наши соединения, все наше тело – это и есть те или иные комбинации белковых молекул. Яйца – это продукт, который усваивается на 100%. Абсолютно. И яйца, которые вы съели, все эти аминокислоты составляют полный белковый спектр, который нужен для того, чтобы тело функционировало правильно. Как должны быть правильно употреблены яйца, чтобы не нанести себе вреда? У вас должен быть хороший желчеотток. Когда вы едите 2 яйца в день, это точно хорошо. Яйцо должно оставаться таким полужидким, то есть это яйца в смятку. И если вы любите жареные яйца, то это должна быть глазунья, в которой текучий желток. Вот так эти яйца приготовлены правильно, и вот так вы сможете получить от них максимальную пользу. 8-й продукт для нашей молодости и красоты – это картошка. Да ладно. Ее принято клеймить, что картошка, она очень высококрахмалистый продукт. Да, действительно, картофель не стоит есть приготовленный как фастфуд, приготовленный путем фри. Итак, я научу вас есть картошку правильно. Какая это картошка? Это маленькая картошка. Она в кожуре. Вы ее сначала варите, а потом оставляете в покое. Она должна остыть. И вот тогда тот крахмал, которого очень много в картошке, станет резистентным. Вот после этого вы можете, после того, как она остыла, можете взять кусочек сливочного масла или можете взять немножко сала. Если вы разогреете такую картошку, пожарите чуть на вот этих полезных жирах, это получится замечательная еда, которая будет и полезной, и вкусной. А полезной
картошка, которая сварена в мундире, то есть вот в этой оболочке, то есть вот эта тонкая кожура на картошке является, во-первых, клетчаткой, во-вторых, сразу под этой тонкой-тонкой кожурой картошкина есть слой, который при очищении, если ее почистить сырой, он точно весь уходит. Это замечательный источник калия, которого у нас, правда, очень мало в продуктах питания. Калий нужен для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. Без калия сердечная мышца вообще плохо работает. И это прямой источник биологически значимого, биологически активного калия. Но еще картошка – это сложные углеводы. Лишать человека углеводов нельзя, это неправильно. Это ошибка, которая приведет к набору веса.